Остров Рэндольф, находящийся в удаленной части Тихого океана, это место, где необычное сочетание природы и человеческой активности создает уникальные условия для поддержания экосистемы. Это скалистый, труднодоступный остров, покрытый густыми лесами и окруженный яркими коралловыми рифами. На этом небольшом кусочке земли обитает редчайший вид птиц – белый пингвин, лад, Sphenicidae albatus. С его численностью, не превышающей 50 особей, этот вид считается находящимся под угрозой исчезновения и нуждается в немедленной защите. Уникальный белый пингвин обладает особыми адаптациями к своему окружению. Он вырастает до 60 см в высоту и имеет белоснежное оперение, что делает его практически невидимым на фоне ярких волн и белоснежных скал. Однако в последние десятилетия численность белых пингвинов значительно сократилась из-за вторжения инвазивных видов, таких как крысы, кошки и собаки. Эти хищники активно охотятся на яйца и молодняк пингвинов, что подрывает стабильность популяции. Чтобы противостоять этой угрозе, экологи из различных стран объединили усилия и инициировали уникальную программу по охране белых пингвинов, которая призвана перепрофилировать браконьеров, людей, которые традиционно занимаются незаконным отловом животных. Эти бывшие браконьеры, прошедшие специальное обучение, теперь становятся защитниками своего рода. В рамках программы они обучаются использованию современных технологий мониторинга и ловли. Для борьбы с инвазивными видами на острове были установлены специальные ловушки, которые позволяют гуманно поймать и удалить хищников без вреда для экосистемы. Процесс контроля численности вредителей включает также информирование местных жителей об экологическом состоянии острова и их вовлечение в инициативу. Работа браконьеров-стражей требует не только технических навыков, но и понимания экосистемных отношений. Они должны быть готовы к тому, что охрана белых пингвинов требует терпения и ответственности. Команды работают в условиях больших нагрузок. Защитники природы часто сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями и изолированностью. Проект по сохранению белых пингвинов также включает в себя серьезные научные исследования. Ученые осуществляют мониторинг популяции, изучают характеристики поведения и биологии птиц, а также проводят генетические исследования, чтобы проследить за изменениями в популяции. Например, было замечено, что белые пингвины демонстрируют интересные социальные структуры, и каждое гнездо может содержать больше одной партнерской пары. Кроме того, использование современных технологий, таких как GPS-ошейники, позволяет в реальном времени отслеживать перемещение пингвинов и выявлять места их размножения. Эти данные помогают ученым в принятии решений о том, как лучше организовать усилия по охране. Несмотря на сложные условия, результаты проекта начинают проявляться. Численность белых пингвинов на острове Рэндольф постепенно увеличивается. Одним из ярких примеров является гнездование пингвинов в местах, которые ранее были недоступны из-за присутствия хищников. Эксперты надеются, что с каждым годом, при поддержке бывших браконьеров, остров станет безопаснее для диких животных. Однако у этой программы есть и вызовы. Существуют опасения, что изменение климата может повлиять на остров и его обитателей. Экологи работают над моделированием потенциальных сценариев, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям. Как знать, возможно, именно нестандартный подход к охране природы, где бывшие враги природы становятся ее защитниками, вдохновит другие инициативы и программы по всему миру. Остров Рэндольф — это пример того, как людская деятельность может гармонично сочетаться с природой, создавая новые возможности для обеих сторон. Реализация программы по охране белых пингвинов также требует значительных финансовых инвестиций. Однако экономический эффект от сохранения экосистемы не может быть недооценен.
Сохранение природных ресурсов острова, включая его экосистемы и биоразнообразие, может создать новые экономические возможности, такие как экотуризм, что может стать значительным источником дохода для местных сообществ. Программа по охране белых пингвинов на острове Рэндольф является ярким примером эффективного международного сотрудничества. Экологи и исследователи из разных стран работают вместе, обмениваясь опытом и технологиями, чтобы достичь общей цели. Это сотрудничество не только укрепляет экосистему острова, но и способствует развитую глобальную защиту природы. Как только белые пингвины начнут регулярно размножаться на острове, ученые планируют расширить программу, чтобы охватить другие угрожаемые виды, обитающие на острове. Это может включать и другие виды птиц и морских млекопитающих. Таким образом, сохранение белых пингвинов становится частью более широкой экологической стратегии, направленной на поддержание баланса островной экосистемы. Важным аспектом программы является повышение осведомленности общественности о важности защиты белых пингвинов и других исчезающих видов. Это достигается через образовательные программы, которые проводятся в местных школах и сообществах. Кроме того, информация о белых пингвинах и усилиях по их защите распространяется через средства массовой информации и социальные сети, способствуя формированию осведомленного и заботливого отношения к природе со стороны общества. Исследователи также работают над разработкой инновационных технологий, которые могут помочь в мониторинге и защите белых пингвинов. Это включает в себя дроны, оснащенные камерами и датчиками, которые могут фотографировать и отслеживать местонахождение пингвинов, а также передовые программы анализа данных, которые помогают ученым лучше понимать поведение птиц и их реакцию на различные факторы окружающей среды. Программа по охране белых пингвинов является частью более широкой стратегии сохранения биоразнообразия. Ученые понимают, что сохранение вида не может быть достигнуто в изоляции от остальной экосистемы. Поэтому они работают над сохранением всей экосистемы острова, включая его леса, рифы и морскую жизнь. Это гарантирует, что белые пингвины будут иметь стабильную и здоровую среду обитания для жизни и размножения. Эта инициатива по защите белых пингвинов также способствует устойчивому развитию. Создавая экономические возможности, связанные с защитой природы, проект стимулирует местную экономику и обеспечивает средства к существованию для жителей острова, которые ранее могли заниматься деградацией окружающей среды. Таким образом, защита природы становится экономически жизнеспособным вариантом для местных сообществ, способствуя более широким целям устойчивого развития. Опыт, приобретенный в ходе реализации программы по охране белых пингвинов на острове Рэндольф, может стать ценным примером для других регионов, сталкивающихся с подобными вызовами. Ученые и экологи заинтересованы в обмене опытом и передаче знаний другим странам, что может помочь защитить другие исчезающие виды и поддержать экосистемы по всему миру. Эффективное управление проектом по охране белых пингвинов является ключевым фактором его успеха. Это включает в себя координацию усилий различных участников, таких как ученые, экологи, местные власти и общественные организации, для достижения общих целей. Здесь также важна транспарентная и детальная отчетность о прогрессе и об эффективности использованных средств. Существенная поддержка местных сообществ является решающим фактором для продолжения программы по охране белых пингвинов. Создание взаимовыгодных отношений между защитниками природы и местными жителями обеспечивает устойчивость проекта и помогает преодолеть потенциальные конфликты между экономическими и экологическими интересами. В последнее время для усиления контроля за территорией и более детального мониторинга за поведением пингвинов были внедрены передовые технологии наблюдения, такие как радарные системы и системы видеомониторинга.
Эти инновации дают возможность реагировать оперативно на любые изменения или угрозы, что повышает эффективность усилий по защите. Вовлечение общественности в процесс охраны белых пингвинов является важным аспектом проекта. Организуются специальные мероприятия и кампании, направленные на повышение осведомленности о важности сохранения этого вида и джанге экосистемы острова. Участие местного населения не только создает чувство собственности и ответственности, но и обеспечивает долгосрочную поддержку инициативы. Реализация программы по охране белых пингвинов также положительно влияет на другие компоненты окружающей среды. Например, сокращение численности инвазивных видов может привести к улучшению состояния растительности и качества воды, что положительно скажется на других видах животных, обитающих на острове. Образовательная составляющая программы направлена на обучение учащихся и взрослых о биологии, экологии и поведении белых пингвинов, а также о важности сохранения природы. Это предполагает сотрудничество с образовательными учреждениями для разработки учебных программ и проведения практических занятий по экологии и охране окружающей среды. Действия по защите белых пингвинов также требуют эффективной политической и правовой базы. Правительства и международные организации работают над созданием и реализацией законов и правил, защищающих этот вид и его среду обитания. Это включает в себя установление охраняемых территорий, контроль за торговлей дикими животными и природными ресурсами, а также правила для предотвращения загрязнения окружающей среды. Проводятся регулярные экологические экспертизы для оценки состояния экосистемы острова и эффективности мер по защите. Это включает в себя мониторинг численности белых пингвинов, состояние их среды обитания и влияние инвазивных видов. Результаты экспертиз используются для корректировки стратегий охраны и оптимизации усилий. Для реализации программы по охране белых пингвинов на острове Рэндольф была создана специальная инфраструктура, включая исследовательские станции, центры по джиуению и реабилитации животных, а также системы мониторинга и контроля. Эта инфраструктура играет ключевую роль в поддержании эффективных усилий по охране и постоянном мониторинге за состоянием популяции. Развитие программы по охране белых пингвинов ожидается в нескольких направлениях. Одним из ключевых направлений является расширение МИНГ охраняемых территорий для создания более безопасной среды обитания для пингвинов и других видов. Кроме того, планируется усиление международного сотрудничества для обмена опытом и разработки единой стратегии по сохранению исчезающих видов. Усилия по защите белых пингвинов на острове Рэндольф получили международное признание. Международные организации, такие как ЮНЕСКО и МСОП, признали этот проект одним из лучших примеров эффективной охраны природы и сохранения биоразнообразия. Это признание еще больше стимулирует усилия по защите этого уникального и ценного вида. Успех программы по охране белых пингвинов на острове Рэндольф ставит оптимистичные перспективы для долгосрочного сохранения этого вида. Усилия, направленные на сохранение белых пингвинов, демонстрируют, что даже самые редкие и уязвимые виды могут быть спасены благодаря совместным усилиям ученых, экологов, местных сообществ и правительств. В заключение, история острова Рэндольф показывает, что в некоторых случаях браконьерство может выполнять позитивную роль в сохранении экосистем. Этот уникальный подход создает баланс между защитой исчезающих видов и контролем над инвазивными популяциями, что является важным шагом на пути к устойчивому будущему для всей планеты.